Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео вначале хочу вам показать базовые шапки, связанные крючком, и покажу разные формы макушек и разные узоры крючком, которые имитируют резинку спицами. Тут у меня 3 модели шапки. Шапка первая 4 клина. Это в принципе классическая шапка, которую можно вязать и мужскую, так и женскую. И смотрите, макушка формируется за 4 клина. Вот видно, да? Это округлая, аккуратная макушка. И эта шапка связана классической резинкой с крючком, как спицами. В каждом ряду провязаны соединительные столбики за вторую полупетлю. Узор шапки двусторонний, узор очень эластичный, поэтому шапка получается плотной, теплой, и в то же время она хорошо облегает голову и комфортно носится. Вот, кто хочет связать такую шапку, вы можете перейти по мастер-классу. У меня есть мастер-класс, где я подробно рассказываю про расчет данной шапки. Если вы не хотите выполнять расчеты, то у меня есть расчеты на все размеры. В описании тоже будет ссылка под этим видео. Далее вторая модель, шапка с треугольной макушкой. Здесь выполняется всего 2 клина. За 2 клина формируется макушка. И между клинями провязаны широкие полосы. Макушка такая высокая, хорошо держит форму. Интересная современная модель. И эту шапку я выполняла пышной резинкой. Смотрите, с лицевой стороны идет вот такие пышные косички петель. С изнаночной стороны выглядит как простая резинка 1 на 1. Тоже узор эластичный, мягкий, плотный, и шапки получаются очень удобные и теплые. Можно связать как с отворотом, так и без отворота. В этом видео буду рассказывать про вязание шапки с макушкой 6 клиньев. Тоже формируется вот округлая аккуратная макушка, и в принципе эту шапку легко рассчитать из любой пряжи и связать по своим размерам. И смотрите, вот формируется округлая макушка за 6 клиньев. Здесь я тоже вязала шапку пышной резинкой с отворотом, но здесь при отвороте, конечно же, меняла стороны узора, чтобы пышная резинка была и на отвороте, и на основной части макушки. Такую модель шапки я связала из пряжи средней толщины. Это Alize Superlana Midi. Моточек 100 грамм 170 метров, а также связала из более толстой пряжи. Это Alize Superlana Maxi, моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Получилась толстая шапка, очень теплая, и тоже макушечка сформирована за 6 клиньев. Смотрится очень интересно. И очень удобная и теплая шапка. Подробное описание и вязание этих шапок со схемами из 2 видов пряжи, из средней толщины и из толстой пряжи также сделаю описание, которое будет доступно моим подписчикам на платформе Boosty, также донатам ВКонтакте, которые смогут скачать данное описание с расчетами на все размеры. Дорогие друзья, если вы хотите скачать описание вязания данной шапки со схемами и расчетами, то переходите по ссылке под видео и приобретайте данный мастер-класс в формате PDF. Ну а в этом видео я также подробно вам расскажу, как рассчитать и связать шапку данную модель. Дорогие рукодельницы, приступаю к вязанию шапки. И вначале, конечно же, я расскажу о том, какую пряжу буду использовать, какой крючок, и покажу подробный расчет вязания шапки на 6 клиньев. Итак, для примера я взяла пряжу Alize Midi, Alize Superlana Midi. Здесь 25% шерсть, остальное акрил. Моточек 100 грамм, здесь 170 метров. Я буду использовать крючок номер 4,5. Одного мотка на вязание шапки с отворотом не хватит. Вам потребуется примерно 1,5 мотка. То есть где-то будет 150 грамм расход. Под этим видео я вам дам подробный расход пряжи, сколько у меня ушло после того, как я свяжу шапку.
Итак, перед тем, как вы начинаете вязать шапку крючком, даже если вы используете ту же пряжу, что и я, тот же крючок, то все равно свяжите образец узора и сравните свою плотность вязания с моей плотностью вязания, так как именно на плотности вязания завязан весь расчет шапки. Итак, я использую узор пышная резинка. Этот узор двусторонний. Смотрите, с одной стороны проходят пышные косички петель, а с изнанки косички вот такие, больше похож узор как на обычную резинку спицами 1 на 1. Поэтому при вязании шапки с отворотом, отворот мы по лицевой стороне сначала столбики для отворота вяжем как по изнанке, а по основной части столбики по лицевой стороне вяжем как для узора по лицевой. И, соответственно, наоборот по изнанке. И этот узор, смотрите, по лицевой стороне мы выполняем здесь соединительные столбики по лицевой без накида. По изнанке идут соединительные столбики с накидом. Сейчас я буду вязать, и вы увидите, как выполнять такие столбики. Итак, у меня плотность вязания. Для расчета плотности вязания я даже выполняла целый, как бы примерно вязала клин. Один клин для вязания шапки. И рассчитывала здесь плотность, высоту, сколько количество столбиков для расчета, сколько мне необходимо набрать столбиков для вязания на полную высоту и на высоту отворота, и сколько рядов в 10 сантиметров для того, чтобы рассчитать количество рядов на один клин и общее количество рядов, чтобы связать шапку по размеру. И смотрите, у меня плотность вязания в ширину в 10 сантиметров. Вначале я измеряла плотность без ВТО, у меня было 18 столбиков, после ВТО 20 столбиков. В высоту 22 ряда. Тоже до ВТО было другое значение, поэтому обязательно измеряйте плотность вязания по образцу после ВТО. То есть вы постирали образец и высушили, и после полного высыхания вы измеряете плотность вязания в ширину и высоту. Итак, я провожу расчет шапки на размер 56. Это обхват головы. От этого размера мы отнимаем 10-15% для облегания шапки. Если вы хотите шапку посвободнее, то отнимайте 10%. Если хотите поплотнее, то 15%. Я беру значение 15%. Итого у меня получается, мне необходимо связать шапку на ширину 47,6 сантиметров, округляя до 48 сантиметров. И далее здесь у меня идет расчет высоты шапки и далее ширины. Смотрите, общая ширина по плотности вязания 48 умножить на 22, делим на 10. 22 это количество рядов в 10 сантиметров, 48 это ширина, на которую мы рассчитываем шапки, и делим на 10. Получается 105,6. Делим на 6 клиньев, получается 17,6 рядов. Нам нужно четное количество. И получается, что на один клин будет состоять из 18 рядов. И всего за 6 клиньев будет провязано 108 рядов. Это мы рассчитали ширину одного клина и ширину, как бы сколько рядов необходимо провязать на необходимую ширину шапки. Далее считаем, сколько необходимо провязать столбиков на высоту шапки. Так как мы вяжем шапку поперек, то мы сразу набираем цепочку петель на всю высоту шапки. Итак, основу шапки мы вяжем на высоту 23-24 сантиметра. Плюс отворот 10 сантиметров. Итого общая высота шапки будет 33 сантиметра. Я беру значение 23. Не хочу слишком высокую макушку. Итак, считаем расчет общей высоты. 33 сантиметра общая высота. Умножаем на 20, это плотность вязания. И делим на 10. Получается, всего нам необходимо провязать 66 столбиков. Это вместе с отворотом. Для отворота мы брали 10 сантиметров
И по плотности вязания это 22 столбика. И для основы мы будем вязать 66 минус 22 равно 44 столбика. Друзья, в описании будет полностью по рядам изложен весь процесс вязания, то есть сколько столбиков первый ряд для отворота, для основной части. Все ряды будут прописаны, и лицевые, и изнаночные. То есть для начала шапки мы набираем 66 воздушных петель. Первый ряд мы вяжем на полную высоту, второй ряд изнаночный провязываем, и с третьего ряда начинаем формировать укороченные ряды для формирования клина. Каждый укороченный ряд будет на 2 столбика меньше, чем предыдущий ряд. Итого за 18 рядов мы провязываем один клин. И за 18 рядов у нас будет сформировано еще 8 укороченных рядов. И сейчас я вам подробно буду показывать, как вязать шапку. Итак, друзья, по приведенным расчетам вначале я набираю цепочку воздушных петель, всего 66 петель. Делаю начальную петлю и набираю воздушные петли. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до 66 петель. Итак, я набрала начальную цепочку петель и начинаю вязать первый ряд. Смотрите, направление вязания начальной цепочки идет от макушки к краю шапки. То есть ориентируемся по вот этому хвостику. Этот хвостик будет означать макушку шапки. И первый ряд мы будем вязать на полную длину всей цепочки. Набираем плюс еще одна воздушная петля для начала вязания первого ряда, и в начале первые 22 столбика вяжем узор как по изнанке. И здесь мы вяжем соединительные столбики с накидом. Смотрите, выполняем накид на крючок, вводим крючок здесь, вот одну петлю пропускаем во вторую от крючка и провязываем разом накид и петлю с крючка. Повторяем, делаем накид, вводим крючок в следующую петлю цепочки и провязываем разом. Третий столбик, вводим крючок в петлю цепочки и провязываем. Здесь удобно придерживать основание провязанного столбика, чтобы разом провязать соединительный столбик накидом. И всего провязываем таких 22 столбика для отворота, как узор по изнаночной стороне. И далее переходим на столбики основной части, которые мы будем вязать узор как по лицевой стороне. Я заканчиваю вязать столбики для отворота, провязываю 22 столбик и далее перехожу на столбики основной части. И здесь мне необходимо провязать 44 соединительных столбика. Здесь мы не делаем накид, вводим крючок в полупетлю цепочки и разом провязываем петлю с крючка. Итак, 44 соединительных столбика вяжем по начальной цепочке, получается, до конца начальной цепочки. И эти столбики, смотрите, они отличаются по высоте от соединительных столбиков с накидом. Заканчиваю вязать первый ряд, и смотрите, здесь я провязываю из первой петли начальной цепочки последний соединительный столбик с накидом. Далее поворачиваю вязание, начинаю вязать второй ряд, это изнаночный ряд. Начинаем всегда с одной воздушной петли подъема, и здесь мы вяжем по изнанке. В начале узор для шапки основной части, здесь выполняем соединительные столбики с накидом. Вначале делаем на крючок накид и вводим крючок за вторую полупетлю, смотрите, не за обе, только за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда. И разом провязываем накид и петлю с крючка. Повторяем, делаем накид, вводим крючок за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда и разом провязываем соединительный столбик с накидом. Итак, для основной части во втором ряду здесь я провязываю 44 таких соединительных столбика с накидом, и для отворота здесь в конце будет 22 соединительных
столбика, то есть без накида. Хотите, можете отметить петли маркером. Я предпочитаю всегда считать количество петель, чтобы не сбиться в узоре шапки. Итак, во втором ряду здесь я заканчиваю вязать столбики для основной части по изнаночной стороне. 44 соединительный столбик с накидом. И далее у меня остается 22 столбика для отворота. И здесь я провязываю просто соединительные столбики без накида до конца ряда. Итак, заканчиваю второй ряд, и здесь заканчиваю вязать столбики для отворота, 21, и смотрите, вот он 22 столбик, за вторую полупетлю тоже провязываю. Если вы только начинаете вязать крючком в поперечной технике вязания, то обязательно считайте столбики, иначе вы можете либо пропускать здесь крайний столбик, и у вас край шапки будет неровный, поэтому обязательно считайте количество столбиков, чтобы не упустить. Поворачиваем вязание, начинаем новый ряд с одной воздушной петли и начинаем третий ряд, и это будет первый укороченный ряд. Вначале вяжем столбики для отворота, здесь вяжем 22 соединительных столбика с накидом, и далее точно так же, как в предыдущем ряду, перехожу на столбики основной части. Так, здесь немножко цепляется ниточка, поэтому смотрите, придерживайте при провязывании соединительных столбиков с накидом, придерживайте основание вот здесь столбика, тогда эти столбики будут вязаться легче и быстрее. Итак, провязываю столбики для отворота. И для основной части вяжу на 2 столбика меньше. То есть было 44, здесь в этом ряду, в третьем ряду вяжу 42 соединительных столбика, не довязывая 2 столбика до конца предыдущего ряда. Заканчиваю вязать третий ряд. И смотрите, здесь я провязываю 42 соединительный столбик. Вот 2 петли предыдущего ряда остаются свободные. Поворачиваем вязание. И начинаем вязать четвертый ряд, изнаночный ряд, 1 воздушная петля, и здесь для основной части вяжу соединительные столбики с накидом, 42 соединительных столбика, то есть не меняем количество столбиков в изнаночных рядах, только меняем способ провязывания столбиков, так как здесь по изнанке выполняем узор, и для отворота в конце 22 столбика по лицевой стороне. И здесь довязываю этот ряд. И смотрите, у нас на лицевой стороне образуется вот ступенька. Далее 5-й ряд тоже будет укороченный ряд, тоже на 2 столбика меньше. Образуется 2-я ступенька. 6-й ряд по изнанке мы вяжем по тому же количеству столбиков. И далее 5-й, 7-й, 9-й, 11-й, 13-й, 15-й и 17-й ряды. Это будут все укороченные ряды. И вяжем так первый клин до 18 ряда, то есть 18 ряд заключительный изнаночный ряд. И сейчас я провяжу первый клин и далее вам покажу, как начинать второй клин шапки. Итак, дорогие друзья, я провязала один клин с 1 по 18 ряд. И смотрите, у меня получается, если посчитать по вот этим косичкам петель, всего 9 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 рядов. Из 19 ряда начинаю вязание второго клина, как с 1 ряда. То есть 19 ряд необходимо провязать на всю длину ряда, то есть на начальное количество столбиков. Это 22 столбика с накидом по лицевой стороне и плюс 44 соединительных столбика. То есть здесь по самому короткому ряду, по-моему, 28 столбиков, и еще плюс
16 столбиков здесь по ступенькам. И сейчас я покажу, как провязать по вот этим ступенькам так, чтобы не было видно дырочек и ряд смотрелся аккуратно. Начинаем вязать новый ряд. Как обычно, 1 воздушная петля, поворачиваем. Здесь начинаем вязать узор по отвороту. И здесь вяжем столбики с накидом. 22 столбика с накидом. Далее, провязав столбики по отвороту, переходим на узор основной части по лицевой стороне. Здесь у нас идут соединительные столбики. Итак, в 19 ряду здесь я довязываю до последнего столбика укороченного ряда предыдущего ряда. И здесь за вторую полупетлю также вводим крючок и провязываю 28 соединительный столбик. Смотрите, далее 2 столбика мы должны провязать на ступеньку ниже, пропустив вот здесь как бы 2 ряда. И чтобы не было дырочки, вначале мы вводим крючок, вот здесь вот косичка петель, это предыдущие 2 ряда, и горизонтально этой косички идет вот ниточка в конце, и за эту ниточку необходимо ввести крючок в конце косички. Вот так вот, посмотрите, вводим крючок и далее вводим крючок за полупетлю на столбика ниже и провязываем соединительный столбик через эти ниточки и второй столбик из следующей полупетли. Вот мы провязали 2 столбика, спустившись на ступеньку ниже. Далее вновь вводим крючок вот за эту ниточку, которая идет горизонтально следующей косички на ступеньку ниже, и за вторую полупетлю столбика ниже. 1 и второй столбик тоже за вторую полупетлю. Вот. И так необходимо провязать столбики по всем ступенькам. Всего у нас получается 8 ступенек по 2 столбика. Значит, мы провязываем 16 столбиков по укороченным рядам. Итак, я провязываю последние 2 столбика. Здесь уже на последней ступеньке также ввела крючок вот здесь в конце косички за ниточку, за полупетельку ниже, и 1 и второй соединительный столбик. Вот довязав столбики до самой макушки по лицевой стороне. Далее поворачиваю вязание. 20 ряд повторяется точно так же, как второй ряд. 1 воздушная петля. Здесь вначале провязываем соединительные столбики с накидом, вводим крючок также за вторую полупетлю столбиков предыдущего ряда и провязываем 44 соединительных столбика с накидом и еще 22 соединительных столбика для отворота. И далее мы продолжаем вязать уже второй клин, повторив то же самое с 1 по 18 ряд укороченные ряды. И далее начинаем третий клин, точно так же, как на второй клин провязали, вот 19 ряд. И далее необходимо так провязать всего 6 клиньев для шапки. Итак, дорогие рукодельницы, я закончила вязать основную часть шапки и провязала 6 клиньев. Смотрите, это лицевая сторона. Здесь поверху, по основной части, вот идет пышная резинка. По отвороту идет с изнаночной стороны пышная резинка, но когда мы будем отворот отворачивать, то получается здесь пышная резинка и сверху пышная резинка. Единственное, у них будет немножко другое направление вот этих вот цепочек петель. И вот здесь вот так формируется макушка из 6 клиньев. Смотрится довольно аккуратно. И смотрите, я провязала 6 клиньев. Вот последний ряд клина выполнила. 108 ряд получается, и у меня здесь остались ступеньки. И заключительный ряд, 109 ряд, по своим расчетам буду провязывать от низа
и до верха макушки, то есть на полную длину ряда, на полное количество столбиков. И здесь продолжу вязать узор пышной резинки как по изнанке, далее как по лицевой, и сравняю все вот эти ступеньки. И только после того, как я выполню полный ряд, буду шапку сшивать и покажу, как сшивать шапку, чтобы шов был незаметен. Заканчиваю вязать последний 109 ряд, и здесь смотрите, вот сравниваю вот эти ступеньки укороченных рядов, и при провязывании столбиков на ступеньку ниже вначале вводим крючок вот в ниточку горизонтально вот цепочки, после которой идет ступенька. И здесь последние 2 столбика за вторые полупетельки. Все, мы довязали до макушки и обрезаем нить, оставив довольно длинный отрезок для того, чтобы сшить шапку. И закрепляю последнюю петлю, последнюю вершину столбика. И для сшивания потребуется игла с широким ушком. Я использую обычную пластиковую иглу. И вот этот отрезок вдеваем в это ушко. Далее начинаем сшивать шапку. И вначале мы стягиваем макушку. Смотрите, здесь мы провязывали 6 клиньев. И всего 6 рядов у нас дошло до самой макушки. Поэтому вот в конце каждого вот ряда, который дошел до макушки, есть вот эта вот ниточка, которая идет горизонтально цепочки петель. И мы за эту ниточку, как за вершину ряда, вкалываем иглу. И таким образом вот за 6 вот этих вот рядов вкалываем мы иглу и протягиваем нить. Здесь вот тоже в конце. Теперь стягиваем макушку и еще раз, начиная вот с последнего ряда. Здесь также за те же ниточки вкалываем иглу и стягиваем макушку так, чтобы не было отверстия наверху. Можно сделать таких 2-3 круговых стежка, стянув вот вершины последних рядов. Так, и далее приступаем к выполнению шва. Смотрите, здесь у нас получается наверху идет последний ряд, внизу здесь был начальный ряд, как начальная цепочка петель. И смотрите, здесь в начале мы вкалываем иглу как за ножку столбика. Но здесь у меня идет вот хвостик за ножку столбика перед цепочкой петель. Здесь пока в начале не видно. Снизу делаю стежок и сверху, смотрите, мы вкалываем вот последний ряд, здесь немножко развернув, вот идет цепочки петель и за ножки столбиков вот за полупетлями. То есть полупетли у нас уходят на изнанку. На изнанке будет оставаться рубчик, но зато с лицевой стороны шов будет практически незаметен. И шов мы выполняем с лицевой стороны. Еще раз показываю, как выполнять шов. Внизу мы делаем стежок напротив петли за ножку столбика. И вверху тоже вот полупетли последнего ряда оставляем как на изнанку, они уходят. И вкалываем иглу тоже за ножку столбика напротив петли. И продолжаем так делать стежки, спускаясь ниже за ножку следующего столбика напротив петли и с обратной стороны также. И у нас вот косички петель узора остаются на лицевой стороне. На изнанке, конечно же, будет рубчик, поэтому мы выполняем шов по пышной резинке здесь по основной части до отворота и далее
меняем стороны. То есть мы дальше внизу будем для отворота выполнять шов, вывернув шапку, и шов будем выполнять по лицевой стороне отворота. Смотрите, вывернув шапку, и теперь необходимо выполнить шов по отвороту, и здесь немножко узор складывается иначе. Здесь, смотрите, сразу по краю идет косичка пышных петель снизу, поэтому снизу мы выполняем стежок, вводя иглу в центр первой петли, и из центра следующей петли выводим иглу. А сверху также выполняем за ножку столбика рядом вот с пышной петелькой. Внизу вот вновь вкалываю в центр последней петли, из которой вывели иглу, и из следующей петли в центр выводим иглу, делаем стежок. И напротив следующей петельки с обратной стороны за ножку столбика делаем стежок. Тогда у нас узор здесь пышных косичек тоже сохранится, и шов будет незаметен. Поэтому всегда выполняйте шов согласно рисунку узора. Итак, сшиваю до конца шапку и провожу ВТО. Я закончила шапку. Пышная резинка на отвороте, на основной части. Вот так аккуратно, округло смотрится макушка из 6 клиньев. С обратной стороны практически не видно шва, который мы выполняли. И только с изнанки, вот смотрите, остается вот такой рубчик, который проходит по задней части шапки. И здесь резинка, вот смотрите, она не пышная с изнанки. Дорогие рукодельницы, я надеюсь, вам был понятен и полезен этот мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, будем вязать еще много базовых красивых вещей. До новых встреч!